Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас коррекция для Марины. Вот так вот относились наши ноготочки. Втирка вся на месте, объемы на месте. Единственное, светлый гель на объемах ничем не перекрытый, немножечко припачкался. Это единственный минус этого дизайна, хотя, опять же, почистить припачканный гель можно просто спиртовыми салфеточками. Мы же тем временем, как обычно, начинаем делать непосредственно коррекцию. Снимаем старый материал, убираем максимум со стресса, потому что мы будем перекладывать новый стресс. Для тех, кто еще не знает, стрессовая зона ногтя – это то место, куда приходится основная нагрузка на ногтевую пластину. Как определить зону стресса? Если вы нажмете на натуральный ноготочек, на кончик натурального ногтя, вот где побелел ноготок, там и будет стрессовая зона. То есть именно туда будет приходиться вся нагрузка на ногтевую пластину вне зависимости от длины свободного края. То есть, если даже у вас очень-очень маленький, коротенький ноготочек, то у вас вся нагрузка приходиться будет на стресс. И, соответственно, если у вас длинные ногти, то нагрузка будет приходиться ровно туда же. Соответственно, если у нас вся нагрузка на натуральный ноготь приходится на стрессовую зону, нам ее нужно максимально укрепить. Логично? Логично. Значит, именно в этом месте нам нужно расположить максимальное количество материала. Соответственно, стрессовая зона искусственного ногтя – это место, где располагается максимальное количество материала. И делая из этой формулы выводы, делаем следующее, что стрессовая зона искусственного ногтя и стрессовая зона натурального ногтя должны между собой по площади совпадать. Если они у вас не совпадают, то, к сожалению, стресс натурального ногтя у вас ничем не укреплен. То есть максимальное количество материала мы наносим именно на то место слома, куда приходится наибольшая нагрузка на натуральную ногтевую пластину. Вот это вот место, которое я вам только что натарахтела целую кучу полезнейшей информации, очень рекомендую записать себе куда-нибудь в конспектик, потому что это действительно важно. Каким бы материалом вы ни работали, вам нужно максимально укрепить то место, куда приходится основная нагрузка на ноготок. Вот и вся логика моделирования ногтей. Мы же тем временем выкладываем материал согласно этой схеме, выкладываем в форме миндалика, далее будем слегка опиливать, и на этом у нас коррекция готова, занимает она буквально 40 минут. После того, как мы опилили ноготочек, сделали маникюр, кто как умеет. Я напоминаю, я не умею делать маникюр, поэтому делаю его кое-как. Вы же, наверное, умеете, я в вас верю, поэтому сделаете лучше, чем я. Так вот, после того, как мы сделали маникюр, переходим непосредственно к покрытию.
Итак, у меня сегодня на коррекции Марина, поэтому вы уже знаете, что мы будем делать. Конечно же, блестки с блестками на блестках. Итак, мы решили сделать инкрустацию стразами и присыпку блестками в виде сахарного песочка. Но вот тут вот вышел небольшой косяк. Я взяла голографические стразы и голографический песочек. И когда я все это вместе соединила, все немножечко с друг другом слилось. Поэтому нужно было стразы обвести по контуру чем-нибудь более темным или более светлым, то есть выделить стразы, чтобы они были поярче. И делать это нужно было после того, как мы их закрепили, просушили и до того, как засыпали песок. Потому что когда мы засыпали песок, по песку рисовать, к сожалению, вообще не получится, потому что поверхность у нас получается очень шершавая, и по ней рисовать невозможно. Но это я забежала немножечко вперед. Сейчас же мы с вами крепим стразы. В данном случае мы сделали очень интересную композицию страз. Кстати, вот композиция страз получилась очень даже замечательная. Очень интересное решение, смотрится на ногте просто потрясающе красиво. А после того, как просушили стразики, финишем перекрываем наш ноготочек и на непросушенный топ насыпаем сверху песочек. Глиттерные блестки самого мелкого размера. Ссылочку на них я вам оставлю в описании. Блестки смотрятся потрясающе красиво. В данном случае, как я вам уже говорила, вам нужно сделать максимально плотную поверхность, то есть финиш мы мажем не тоненько, чтобы наши блестки во что-то впитались и в чем-то закрепились. И при этом мы мажем финиш для того, чтобы он максимально хорошо просох. Лучше всего такие вещи сыпать на финиш, потому что он просохнет в любом случае, в нем нет пигмента. Хотя, как вариант, можно было сыпать и на цвет без перекрытия топом, но тогда нужно было очень внимательно проследить за толщиной слоя, чтобы слой был не очень толстый, и при этом просушить добавочное время, чтобы точно просох наш цветной слой. Если вы что-то где-то в этом месте плохо просушите, блестки у вас отвалятся. Итак, пальчик со стразами мы тоже будем засыпать песочком, поэтому финишем прокрываем все вокруг стразиков. И вот в этом месте, как я говорила, лучше было сделать еще какую-то окантовочку вокруг страз, чтобы стразы ярче читались. Но, тем не менее, буквально через 2 дня, то есть мы сделали этот дизайн, мы на него посмотрели, увидели, что стразы слегка слились. Но через 2 дня, когда блесточки наши улеглись, когда они выпали, те, которые сильно торчали, в принципе, стразы все-таки показались на поверхность и выглядели довольно симпатично.
Итак, вот такое вот богатство у нас получилось. Блестки с блестками на блестках и немножечко блесток сверху. Все как обычно, как Марина любит. К сожалению, камера не передает всего этого богатства вживую, выглядит просто потрясающе, потому что это все переливается просто в радужную раскраску, всеми цветами радуги, очень красиво, девочки, я не передам вам словами, как это вживую выглядит, вы сделайте и посмотрите. Это простой, очень быстрый дизайн, здесь ничего сложного, с ним справится даже самый-самый начинающий мастер. Поэтому я в вас верю, надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить мне лайк, я же встречусь с вами в новых уроках. Всем до новых встреч, пока!